На улицах города пустынно, никому из местных жителей не хочется выходить в холодную ноябрьскую непогоду. Лишь редкие прохожие, кутаясь в плащи, пытаясь удержать непослушный из-за ветра зонт, спешат на работу или в ближайший магазин за покупками. В этой суете мало кто обращает внимание на одинокую молодую овчарку, которая с грустным видом медленно бредет вдоль пустынных улиц. Единственное, что отличало эту собаку от других таких же бродяжек, она несла в зубах грязную и порванную мягкую игрушку. Фотография, которую сделали прохожие, из которой все началось. Овчарка не была агрессивной и с радостью, хоть и слабо, виляла хвостом, когда кто-нибудь из прохожих обращал на нее внимание. Некоторые бросали ей что-нибудь съестное, и собака с радостью набрасывалась на еду, но после этого люди шли своей дорогой, оставляя овчарку одну. Возвращение домой, которого больше нет. Как-то раз собака забрела в район, где ее узнала местная жительница. Эта женщина оказалась соседкой хозяина овчарки. Глядя на слабую и грязную собаку, женщина с трудом узнала в ней ту, что некогда радостно бегала и играла со всеми подряд. Женщина узнала ее по игрушке. Когда овчарку доставили в приют, она старалась не отходить от своей игрушки. Соседка с трудом сдержала слезы, ведь она знала, что хозяина этой собаки уже никогда не вернется, он неожиданно скончался от сердечного приступа. А ведь бывает и так, что сами хозяева пытаются избавиться от своего питомца, как это было в Латвии. В это же время кто-то из прохожих сфотографировал несчастную собаку и выложил фото в сеть с вопросом, чья это овчарка. Именно эту фотографию и заметили волонтеры из организации South Leanmurphy Lost Animal Recovery, которые сразу же забили тревогу и обратились за помощью в приют под названием Лига спасения почти домашних животных. Скооперировавшись, люди из обеих организаций приступили к поискам собаки с игрушкой в зубах. Многие люди видели эту овчарку и постоянно указывали на места, где видели животное. Однако волонтерам никак не удавалось обнаружить собаку, пока однажды их не окликнула женщина, которая рассказала, что она соседка умершего хозяина собаки. По словам женщины, овчарка достаточно часто приходит на это место. После этих слов волонтеры попросили женщину позвонить, как только животное появится. Буквально через несколько дней в приюте раздался звонок от женщины, которая сообщила, что собака с игрушкой прямо перед ней. Зоозащитники быстро направились туда и, наконец, их старания были вознаграждены, они сумели отыскать бродяжку. Все невзгоды остались в прошлом, и собака с радостью смотрит в будущее. Животное быстро доставили в ветеринарную клинику, где врачи незамедлительно приступили к осмотру. Выяснилось, что у собаки сильно пошатнулось здоровье, а в желудке полно инородных предметов. Овчарки провели экстренную операцию, в результате которой извлекли из желудка пластиковые пакеты с остатками еды, острые кости и даже ветки. По всей видимости, от голода собака ела все подряд. А ведь могло получиться и так, как это было с собакой по имени Гриси, которой даже операцию нельзя было сделать. После операции животное начали лечить от различных инфекций, а также обрабатывать от клещей и блох. Труды врачей не прошли зря, собака быстро приходила в норму. Ей дали кличку Ники. Пока Ники была на операции, сотрудники приюта постирали и починили ее мягкую игрушку и вернули собаке. Параллельно с лечением, для Ники нашли новую семью. Когда животное полностью поправилось, ее уже ждал новый дом. Сначала Ники была осторожна и постоянно спала рядом со своей игрушкой, но со временем новые владельцы стали для нее чем-то большим, нежели мягкий кусок ткани, набитый ватой. Молодая овчарка полюбила своих людей и обнималась больше с ними, чем с игрушкой. Что до самой игрушки, то психолог, который обследовал Ники, высказал мнение, что игрушка была для собаки неким эмоциональным щитом, а также воспоминанием о прошлых счастливых днях. Однако теперь все в прошлом, и Ники снова стала счастливой собакой, у которой есть все, о чем только можно мечтать. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного, и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.